Как ведет себя нарцисс, когда он тебе завидует? Дело в том, что если в круге твоего общения есть хотя бы один человек с достаточно выраженными, сильно нарциссическими чертами, он рано или поздно начнет тебе завидовать. Потому что, собственно, структура личности нарцисса, она такова, что он постоянно не уверен в себе, у него есть чувство какой-то небезопасности, такой общей тревоги. И когда он вокруг себя у кого-то видит какие-то достижения, это могут быть какие-то такие процессуальные успехи, то есть что-то вот сейчас прям происходит, текущее, либо это что-то такое грандиозное, он будет обязательно завидовать, потому что он чувствует, что у кого-то что-то есть, а у меня этого нет. Или даже так, у меня это есть, вчера у него этого не было, теперь у него тоже это есть, теперь, значит, это меня как-то обесценивает, и он все равно будет тебе завидовать. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, и сегодня мы с вами говорим о том, как же завидует нарцисс. Если ты находишься в отношениях с нарциссом, или кто-то у тебя из родственников есть нарцисс, где-то на работе есть нарцисс, то как только он начнет тебе завидовать, он будет вести себя вот таким образом, как я буду говорить в этом видео. Если тебе эта тема интересна, обязательно ставь лайк, подписывайся на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы начинаем. И первое, что обязательно сделает нарцисс, когда начнет тебе завидовать, он начнет обесценивать любые твои достижения. Предположим, ты устроилась на какую-то работу, достаточно такая сложная была вакансия, ты туда устроилась, приходишь, хочешь с ним поделиться, он тут же чувствует внутреннюю такую вот свою тревогу и раздражение из-за того, что вот ты что-то получила такое вот важное, ты таким образом стала, ну что ли, значительнее его, хотя бы в этом месте, он испытывает зависть, и что он начнет делать? Он тут же обесценивает. Да, подумаешь, там такая работа, туда всех берут, или у них такая текучка кадров, ты знаешь, они всех берут, потом всех увольняют, это все ничего такого. Либо он пытается присвоить себе заслугу, даже если его заслуги там нет, что вот это, ну, если бы не я, то ты туда не пошла. Помнишь, мы с тобой об этом говорили, ты меня еще спрашивала, стоит ли пойти тебе на эту работу, вот устроиться. Я тебя туда выслушал, видишь, я тебя таким образом как бы поддержал. То есть он старается всячески как-то вот нивелировать тот факт, что да, действительно у вас есть вот достижение какое-то в жизни. Вторая вещь — это газлайтинг. Дело в том, что газлайтинг — это одна из таких вот манипуляций, которая входит в стандартный инструментарий каждого нарцисса. И поскольку если у тебя случился какой-то прорыв, и он тебе завидует, для него это стресс, он использует свои такие стандартные инструменты. Предположим, ты приходишь домой супер радостная, ты прям прыгаешь до потолка, потому что ты, пускай, устроилась на работу, или получила какую-то премию, или завершила какой-то проект. Он будет тебе говорить о том, что, ну послушай, ты ведешь себя сейчас неадекватно. То есть он не будет разделять с тобой эту радость, потому что ему не радостно, он завидует тебе, ему тревожно. Но он всячески будет все твое внимание переводить на то, что ты себя ведешь как-то вот неадекватно. Что ты такая неспокойная, ты какая-то эмоционально неустойчивая. Либо он начнет говорить вещи типа, ты еще пожалеешь. Да, это такая приличная работа, там хорошая зарплата, ты будешь ценным работником, но ты еще пожалеешь. Знаешь, сколько людей вот так вот тоже они шли на повышение, а потом они об этом жалели. Тебе сейчас сложно это просто понять, потому что ты не понимаешь, что с тобой происходит. Ты просто не осознаешь, что происходит в твоей жизни. Ты не понимаешь, в какую ты влезла в кабалу. И вот только я могу рядом с тобой как-то тебя оттормаживать. А ты сейчас посмотри, ты радуешься, как какая-то неадекватная, вообще такая эмоционально неустойчивая вообще женщина, которая устроилась на работу. И вообще, что здесь такого веселого, в чем здесь радость? Естественно, что нарцисс не может, чтобы не вмешать какого-то третьего человека. Он будет устраивать эти триангуляции, или там это называют еще летающими обезьянами в англоязычных источниках. Предположим, скажем, женщина-нарцисс, к ней приходит ее мужчина и говорит о том, что у него, не знаю, там он себе собирается купить какую-то новую машину. Она испытывает определенную такую тревогу, потому что думает, ну да, ты сейчас будешь с новой машиной, значит, такой более ценный, более значимый. И она ему запускает какую-нибудь такую штуку. Да, но у брата у твоего уже машина есть хорошая, лучше, чем то, что ты собираешься купить. Или у моего брата, или у какого-то там другого сотрудника на работе, или еще кого-то. То есть нарцисс всегда будет стараться вас сравнивать с кем-то еще из вашего общего круга. Это может быть семья, это может быть на работе, где угодно. Ну вот, предположим, ты приходишь и говоришь там этому человеку, послушай, мне предлагают повышение по работе. А он говорит, ну вообще-то да, неплохо, но вот, например, человек, который для тебя работал, получил его на полгода раньше. То есть такое, как бы, знаешь, вот, ты никогда не будешь равен ему. Четвертая вещь — это то, что завидуя, нарцисс становится пассивно-агрессивным. Опять же, пассивная агрессия — это один из стандартных инструментов нарцисса в коммуникации с людьми в любой непонятной ситуации. Вот, предположим, опять же, устроилась ты на лучшую работу, он тебе будет говорить какие-нибудь такие вещи, что да, неплохая работа, не пыльная. Так вот, вроде как это комплимент, но такой с каким-то вот обесцениванием, пренебрежением. Или, предположим, это твой партнер, твой мужчина, он знает, что для тебя важен карьерный рост, он говорит, хорошая работа такая, стабильная. То есть он специально, вроде бы как под эгидой какого-то комплимента, такой формальной поддержки, эмоционально очень холодно, с таким эмоциональным каким-то пренебрежением, говорит какие-то такие, неоднозначные комплименты, что да, неплохая работа, стабильная, так если вот ничего не делает, то в принципе и нормально.
Ну и пятая вещь, которую нарцисс делает, когда завидует, он проецирует. То есть я тебе завидую, но обвиняю тебя, что это ты на самом деле завидуешь. Например, женщина устроилась на работу, например, вышла после декрета на работу, вот она работает, ее мужчина, нарцисс по этому поводу чувствует какие-то неприятные чувства, он понимает, что он теряет контроль над ней, она как-то начинает вот больше общаться, у нее в жизни вообще все налаживается. У него повышается уровень тревоги, он завидует, и он говорит что-нибудь вроде: да, конечно, хорошо, что ты устроилась на работу, но ты вообще-то устроилась на работу, потому что ты завидуешь тому, что я работаю. То есть ты завидуешь тому, что есть у меня. Или, предположим, скажем, у вас был какой-то конфликт с матерью, и вдруг вы наладили отношения. Ну, как-то вот вы поговорили, помирились, какой-то был семейный праздник, вы проговорили, и вы приходите и говорите ему, что, представляешь, мы все-таки с мамой поговорили нормально, вроде бы как можем теперь ладить. Он тоже скажет: ты просто завидуешь, что у меня с мамой нормальные отношения. У меня с моей матерью хорошие отношения, и поэтому ты ради этого, чтобы насолить мне, сделала это сама. То есть, когда ты слышишь, что нарцисс тебя упрекает в том, что ты ему завидуешь, точно знай, что это он тебе завидует. Он тебе завидует и пытается свою зависть как бы переложить на тебя. Что это ты завидуешь ему по поводу того, что на самом деле беспокоит его. Я уже говорил раньше, что, как мне кажется, находиться в отношениях имеет смысл, если ты в отношениях чувствуешь себя лучше, чем когда ты находишься вне отношений. То есть отношения нужны для счастья, а не для страдания. Если вы находитесь в отношениях с человеком, у которого пускай есть нарциссические черты, и вам от этого, в принципе, окей, то и нормально. Я бы не хотел как-то, знаете, стигматизировать нарциссов, там, и как-то говорить что-то такое о том, что человек, у которого есть нарциссические черты, это какой-то там рептилия, там он всех убивает и унижает и так далее. Потому что нарциссические черты в той или иной степени есть у нас у всех. Но если вы понимаете, что вы находитесь в отношениях с человеком, который своим нарциссизмом вас разрушает, то то, что он разрушает вас, гораздо важнее того, какой он там нарцисс. Понимаете? Если вы понимаете, что вам не окей в этих отношениях, то вам нужно беречь себя. Никто, кроме вас, так не сможет вас беречь, как вы сами. Поэтому, если у вас есть вопросы по поводу того, почему вы находитесь в отношениях с этим человеком, вы хотите эти отношения как-то наладить, или вы хотите понять, как из этих отношений выйти, или вы хотите понять вообще, собственно, как так происходит, что я раз за разом оказываюсь примерно в одних и тех же отношениях, и вы хотите в этом разобраться, обращайтесь ко мне на консультацию. Под каждым моим видео есть ссылки на мои соцсети, вы туда пишете, и мы с вами договариваемся, собственно, и прорабатываем. Потому что бывает так, что человек достаточно долго находится в каких-то отношениях, которые вроде как бы немножко его и устраивают, но там есть какие-то и страдания, и вот этот чемодан без ручки тянется какими-то, не знаю, там 5-10 лет, а потом когда человек выходит из этих отношений или как-то их реформирует, оказывается, что я раньше это не сделал. Самое драматичное, это что человек может просто потерять много времени. Если у вас в опыте есть отношения с нарциссом, и он вам завидовал, напишите, каким образом он себя вел, как он эту зависть проявлял, свою токсичную, как вы с этим справлялись, как вы реагировали, это тоже будет очень важно. Если эта тема вам понравилась, обязательно поставьте лайк, я вам буду благодарен. Подписывайтесь на мой канал, если вы вдруг еще не подписались, чтобы не потерять меня, потому что я часто выкладываю видео, так вы будете получать уведомления. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.